Весы, 2024 год. Второй прогноз, гороскоп. Я приветствую вас, представители знака зодиака Весы, на канале Таро Инспирационе. И в этом видео мы рассмотрим через карты, через вот этот прогноз, вас лично. Мы посмотрим на ваш мир, как бы немножко заглянем, попытаемся заглянуть вперед, ваш мир собственности, к примеру, материальное благо, которые есть на конец 2023 года, и что вы будете иметь в 2024 году. Мы достанем карты, посмотрим на общение, отношения в социуме. Это как могут быть и родственники ваши, как друзья, знакомые, может быть и соседи. Посмотрим на любовь, на личную жизнь, достанем карты, работу, творчество, посмотрим ваши достижения, амбиции, карьеру, власть. Да, если для кого-то это актуально, узнаем неожиданности и с чем мы можем столкнуться. Одним словом, давайте будем узнавать. И первая карта, если мы сказали «вы» и ваша личность в центре внимания, мы достанем одну карту, которая, может быть, будет свидетельствовать в целом о составляющей на 2024 год, что для вас будет или важно, или как вы будете это чувствовать, чем будет наполнен этот год, что будет в центре вашего внимания. Итак, весы, вы и ваша личность. Вам придется с чем-то определяться. Карта выбора, двойка пентаклей. Но в этой колоде карт, обратите внимание, у кого-то это может проиграться как смена работы или моя сфера деятельности, где я могу больше заработать. Но, видимо, не раз, многократно вы будете в 2024 году делать какой-то важный выбор. Очень важный, потому что здесь пентакли, поэтому этот выбор где-то будет сопряжен с материальными благами, но здесь пентакли изображены еще и в лемнискате. На какой-то далекий, может быть, период, на будущее вы себе отстраиваете новое качество жизни. И повторюсь, выбор может быть... Мы выбор вообще делаем ежедневно, и мы часто не задумываемся. А вот вам так не получится. Вам что-то более осмысленно придется решать. Может быть, даже в разрезе каждого дня. Как будто с чем-то не просчитаться. Может быть, отчасти вопросы личной жизни, отношений и каких-то материальных благ могут совпадать и где-то пересекаться. Давайте мы достанем еще одну карту. Вы, видимо, от какой-то двойственной ситуации, посмотрите, карта императрицы. И вот ваша Венера по весам, она как раз вот как карта императрицы, мои дорогие весы. И это полное благополучие. С другой стороны, это карта власти, нам сразу говорят о власти, но власть добрая, которая не подразумевает где-то, знаете, нажим или какую-то резкость, когда через более добрые энергии, через лояльность к миру, через умение договариваться и вашу дипломатию, нет ничего невозможного. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки и женщины, это вопросы материнства или вопросы, связанные с беременностью, может быть, в 2024 году. Для кого-то возможность обустроить свою личную жизнь, построить свое благополучие, сменить, может быть, место жительства, пребывания. Для кого-то очень далеко. Или для кого-то сменить работу и вообще кардинально что-то начать делать или действовать как-то по-другому. Или по-другому зарабатывать. Изменить свой статус. До бесконечности можно перечислять, потому что у вас старший аркан императрица. Вы где-то в своих энергиях. Но вам как будто будет и выбор стоять. И знаете, ведь не расслабишься. Для того, чтобы отстроить вот такое благополучие, нам придется принимать правильные решения. Больше где-то материализма, чтобы управлять вашей ситуацией. По сути, быть хозяином собственной жизни. Вот как-то так. Давайте мы посмотрим мир собственности, если мы говорим про материальные блага. Что на конец 2023 или начало 2024 года для вас, мои дорогие весы? Исходная какая-то ситуация. Ох.
Интересно, а знаете, у кого-то может быть очень патовая, сложная материальная составляющая в 23-м году, когда, ну, у кого-то так из нуля в рогожечку. Или постоянный какой-то бег по кругу, и что бы я ни сделал, я как будто на 2 шага дальше от того места, когда еще что-либо вообще предпринял. По этой карте, конечно, нулевой аркан, и часто мы говорим, что это как новые начинания, но в этой колоде карт это буквально нулевой аркан, это шут. И еще у нас называется эта карта дурака. И здесь как раз в колоде золотого таро нам говорят про эту карту. Идет женщина, громко стучит в бубен и громкими песнями привлекает к себе внимание. То есть, по сути дела, описан дурак. Вот у нас какая-то, может быть, вы сами на что-то понадеялись, а оно не случилось. Или вы, оценивая какую-то прошлую свою ситуацию, понимаете, что я сделала или сделала что-то не так. Или, как я уже перечислила, были приложены усилия, но нет какого-то обратного от отклика, эквивалента приложенному труду. И мы все равно себя чувствуем как будто опустошенными. Приложенные усилия, затраченные, может быть, как и нервы, как и время, как и наша энергия. Но где этот результат? Он нас как будто не радует. Мы чувствуем, может быть, себя обманутыми. У кого-то даже так может проиграться. Но по этой карте вы как будто... Я не могу это сказать про всех, безусловно, представителей знака зодиака Весы, но есть та составляющая, когда мы собой недовольны. Как это будет развиваться? Карта скорости, карта информации. Это может быть как ваш внутренний инсайт, но чаще это проигрывается действительно как, с одной стороны, не было бы счастья, да несчастье помогло. Иногда это приходит внезапно какая-то новость, и для нас это будет побудительным мотивом начать что-то менять. Или вопросов денег, когда меня что-то не устраивает. Значит, это может прийти как новая возможность или ваше окончательное решение. Или знаете, может быть, вы находите сами какую-то информацию, вы случайно нашли ее, и вам хочется действовать. И карта говорит, действуй. Как будто нельзя что-то отложить на потом. Как будет развиваться ситуация, давайте мы посмотрим. Очень быстро мы перейдем в статус императора. Как будто, посмотрите, старшие арканы, и если первый выпадает нулевой аркан, а дальше у нас через быстрые какие-то события, принятие решений, когда, видимо, вот этот самый выбор надо делать. И, пожалуйста, по карте императора, это тоже у вас императрица, и здесь карта императора, поэтому... Если по императрице власти мы сказали более лояльной, то, видимо, на материальную составляющую карта нам хочет сказать, что вы уйдете от какой-то вот минусовой ситуации. Есть, по крайней мере, в 2024 году возможность кардинально изменить свое благополучие в сторону изобилия, процветания, контроля над материальными благами и какого-то дальнейшего развития. По карте император, может быть, нам придется где-то подкорректировать мелкие планы, чтобы что-то очень важное, значимое, как цель у нас была достигнута. Давайте мы посмотрим, как дальше будут развиваться события или что в конечном итоге будет в 2024 году в материальной сфере. Вы правильно будете делать какой-то выбор, уходить от каких-то разочарований, или, может быть, какой-то, знаете, или какая-то ситуация, когда вы работали на 2 работах, или были вынуждены, словно и вашим, и нашим, вот от этой самой двойственности или режима многозадачности вы будете уходить. И чем это закончится? В конечном итоге гармонией. У кого-то, кстати, может проиграться так, что деньги вашего партнера, потому что пара нам показана через решение вопросов личной жизни, может быть так. Вы кардинально измените свою материальную составляющую. И так тоже может быть. Для кого-то из вас через новую должность, получив должность, придут и материальные блага. Для кого-то из вас может быть куда-то и отъезд, переезд в этой местности, как будто у нас
Ну, может быть, это связано и с тем, что ваша организация, как релокация офиса. Так вот, переезжая куда-то, вы можете быть более удачливым в плане заработков. Для кого-то из вас это будет кардинальная перемена в вашей работе, когда вы будете заниматься деятельностью, как по императору, работа на самого себя. И тоже вы измените материальную составляющую. Больше будет благополучия, больше уверенности. По карте уверенности это гармония. Гармония в душе, гармония во всем то, что вас окружает. Изменить как и статус, так и качество жизни за 2024 год у вас есть возможности. Давайте мы посмотрим отношения в социуме с близкими, родственниками и, может быть, друзья, знакомые. Как для вас будет складываться 2024 год. Карта жадины. Но, видимо, вы будете сохранять те отношения, которые для вас надежны. Все, что служит какой-то опорой, вас будут, кстати, оценивать как человека, который, ну, может быть, так достаточно расчетливо прижимист, или вам не захочется тратиться. Может быть, прежний период для вас был таким, что вы в кого-то вкладывались, а здесь вам захочется вкладываться в себя. И, может быть, кому-то вам придется отказать, или вам захочется пересмотреть свое окружение, чтобы было больше стабильности, вот как по четверке монет или по четверке пентаклей. Здесь мы сохраняем все то, что на самом деле ценно. На самом деле, как люди, на которых мы можем в тяжелую минуту опереться, как те, которые к нам относятся искренне, может быть, а все остальное, то, что малозначительное или наносное, или пафосное, как будто по четверке пентаклей не имеет значения. Вы здесь можете переоценить очень многих персонажей, которые вас сейчас окружают. Что еще будет? Победа будет. Видимо, какие-то необходимые перемены в вашем среди ваших знакомых, среди ваших друзей. Может быть, это будет отчасти связано со сменой вашего статуса, может быть, для кого-то переездом далеко, или потому что вы занимаете другую должность, и неизбежно круг вашего общения, он будет тоже меняться. Есть какая-то победа, и, видимо, от этой победы она словно накладывает на вас обязательства пересмотреть, избавиться от тех лишних людей, словно чтобы у вас не было каких-то помех, оставить только то, что надежно. И если прежде вы люди очень общительные, и, может быть, если прежде было достаточно много людей в вашем окружении, от кого-то вы ведь тут и откажетесь. Давайте мы тогда посмотрим. Любовь, мои дорогие весы. Хотя отчасти нам уже все сказали по карте императрицы. Но, тем не менее, что для вас любовь, отношения? 13-й аркан, карта трансформации. Но вот совсем не про любовь, правда? Здесь могут хотя нам говорить о том, что мы подводим итог какой-то прежней истории, когда было разочарование. И по этой карте в какие-то новые отношения мы не можем переносить прежние шаблоны. Для кого-то из вас это будет, знаете, смена парадигмы. Может быть, вы и расстанетесь с кем-то, если к этому времени уже отношения, ну, вас не радуют, не вдохновляют, утрачено взаимопонимание. Скорее всего, вы в чем-то поставите точку. Но по этой карте мы как будто все равно что-то, знаете, оставляем позади и идем ведь вперед. Поэтому я не могу сказать, что те отношения, которые к этому времени, допустим, ну, не сложились, есть смысл продолжать или пытаться реанимировать. Примите, наверное, как данность. Не заглядывайте в прошлое. Не пытайтесь, словно еще раз какую-то победу в плане любви осуществить, если уже что-то не сложилось к концу 2023 года, как будто следует завершать. Что еще нам про любовь?
Может быть, у кого-то из-за того, что прежняя история была со знаком минус, карта внутренних страхов, сомнений, и нам говорят, это карта ночного кошмара, нет этой реальности, выйди вот из этих мыслей, потому что мы переносим как будто в реальность то, что нам кажется, или какую-то глубокую философию мы себе устраиваем и начинаем искать черную кошку в темной комнате, а нам говорят, не ищи, ее там нет. Поэтому примите, наверное, к сведению тот факт, что страх, как и сомнение, искажают реальность. И для вас это будет важно. Что же еще по любви? Вот совершенно не про любовь. Видимо, есть какая-то разочаровывающая ситуация, когда нам нужно с чем-то словно завершить, подвести какой-то итог. Я понимаю, что это не для всех, но, видимо, кому-то это важно услышать. И девятка-то жезлов, она как раз и говорит больше о самосохранении. Когда выпадает девятка жезлов, мы обычно занимаемся только своими делами. И два направления. Мы как будто действуем только. Первое, когда для нас есть какой-то прогресс, и когда-то мы что-то можем словно просчитать, наперед уже, ну, где-то для нас четкость есть. И второй момент, это когда нам что-то угрожает. Я не могу сказать, что вам есть какая-то, видимо, история, которая вас, мои дорогие весы. Я вот просто удивляюсь, это ведь мне казалось, выпадет одна карта и на этом где-то закончится. А у нас, посмотрите, 13-й аркан, потом у нас идет девятка мечей и вот опять девятка жезлов. Конечно, любая девятка нам о чем говорит? Будут перемены. Поэтому какая-то разочаровывающая ситуация, которая, ну, как подведение итогов, она заканчивается. Будут какие-то перемены в 2024 году. Но меня удивляет, что для вас, то есть целый знак зодиака, это люди, которые смотрят из разных стран. Это много людей. И почему-то 3 подряд карты говорят о какой-то, ну, я бы сказала, грустной истории или истории со знаком минус, которая есть в вашей жизни, мои дорогие весы. Но, видимо, вот надо отстроить вот эту императрицу с императором и быть абсолютно счастливым или счастливой, но пройти через какую-то трансформацию. Научиться, может быть, ценить самого себя, знать себе цену. По девятке жезлов ведь это воин нам показан, у него голова перевязанная, о чем нам говорит карта. Мы не должны сглупить, да, уже каких-то мы шишек, как этот воин, набили, и еще раз найти какие-то грабли, как будто точно не следует, и это на личную жизнь. Хорошо, давайте мы достанем такие карты. Первая будет для тех, кто в паре. Но у тех все будет без изменений. Если у вас сейчас все хорошо, здесь могут встать вопросы, знаете, даже когда я складываю оружие, когда не хочется ссориться, когда вообще где-то, это тоже четверка, и четверка любая, есть такой момент, я хожу по кругу, мы где-то можем даже так слегка заскучать в уголке, потому что ничего не меняется, но по сути это какая-то стабильность, нет какой-то синкопы, и я так могу предположить, это карта паузы в принципе, но если мы в целом, не вдаваясь в детали, смотрим на тех, кто в паре, то будет, наверное, так же, как и было в 2023 году, если нет того, что вас как бы не устраивает в ваших отношениях. Давайте мы достанем в сложных отношениях, как туз мечей. Я называю эту карту «Выход из лабиринта». Как будто была сложная ситуация, и мы находим этот самый выход, может быть, принимаем Соломоново решение, или мы разрубаем какой-то Гордиев узел. А здесь нам в этой колоде карты Золотого Таро этот меч держит ангел, нимб даже. У нашего ангела как будто вокруг головы какое-то важное решение, абсолютно точно, вам придется принимать. И от вашего важного решения будет зависеть ваше качество жизни. Я не могу сказать, что это на какой-то разрыв однозначный. У кого-то ведь вот это император с императрицей может проиграться как прежняя какая-то история, когда мы можем проговорить те темы, которые
Раньше мы, допустим, не смогли договориться или понять правильно друг друга. И какие-то отношения может быть, если не все разрушено, то вполне вероятно, проговорив что-то, найдя вот это самое взаимопонимание, может быть и продолжение. Но, я повторюсь, это тогда, когда в каких-то деталях мы не достигли согласия. Есть вариант, по крайней мере, вот этого самого решения, когда и вы, и ваш партнер, вы останетесь довольны, что, может быть, не разрушили когда-то до основания свои отношения. У кого-то проиграется и так, а у кого-то проиграется как финал. Для тех, кто один или одна, давайте мы достанем карту и посмотрим на новое знакомство. Хотя я уверена, что да. У кого-то, знаете, не совсем, может быть, и новое по семерке пентаклей или монет. Это, я бы сказала, те отношения или та история, когда вы были скорее друзьями. Вот эти отношения могут перейти на новый уровень. Тут то, что надежно, будет для вас играть большую роль. Или то, что проверено по времени. Это то, как вот это дерево, на котором растут пентакли, оно уходит корнями в землю. Почему мы говорим о надежности? Для кого-то из вас вы будете оценивать человека не просто с позиции, ну так, чувств, эмоций, а еще и какого-то материализма. Насколько я могу доверять партнеру, а не когда мы все начинаем с нуля. Ну, наверное, потому что император и императрица какой-то важный вывод вы будете делать, это точно. Вот нам сказали про выбор, и личной жизни он будет касаться. И правда, он будет и пересекаться, как я говорила по двойке пентаклей, с элементом материальных вопросов. Хорошо, давайте пойдем дальше. Творчество, работа. Что-то тут у нас перевернулось. Пятерка кубков, видимо, захочется уйти вот от каких-то разочарований. Сама по себе карта мелкая, она не показывает нам какого-то прогресса. Она говорит лишь о том, что есть какое-то сожаление о прошлом. И, видимо, захочется от этих сожалений, разочарований уйти. У кого-то была ситуация на работе, когда не было взаимопонимания, или ваш проект был недооценен, или вы во что-то вкладывались, может быть, вот нам сказали, на материальный мир, да, о том, что мы не получили какого-то эквивалента. И теперь на работу мы смотрим совершенно по-другому. Мы не хотим, чтобы еще раз повторилась какая-то прежняя ситуация. Так вот, давайте мы посмотрим, как будет развиваться события или какие есть перспективы на 2024 год. Как видят карты для вас, весы, ситуацию, работа и творчество. Сразу нам сказали успех. Но, видимо, ваш успех будет зависеть от приложенных усилий, потому что карта заслуженного именно успеха, так она звучит. И если у нас хватает решимости идти вперед, то определенно и успех к нам тоже приходит. Заслуженный именно успех. По этой карте вы можете кардинально изменить свою работу. Или вы можете заняться, к примеру, удаленной работой, работой на самого или на саму себя, фрилансом. Кто-то может сменить сферу деятельности, уйти в сферу IT. Кто-то из вас может стать популярным. Вообще работа сама на себя по этой карте проигрывается очень хорошо. Для кого-то это может быть совершенно другая работа, потому что вам вынуждены, может быть, вы будете переехать в другую местность, и где-то вам придется себя увидеть в каком-то новом амплуа, я это тоже могу не исключать. Особенно для людей, те, которые творческие. Эта карта может означать, ну, вообще какое-то новое кардинальное творчество или новое направление, которое вы, может быть, прежде не пробовали, а всегда мечтали себя в новом деле попробовать. И здесь тоже как будто успех. Наверное, действительно дорогу осилит идущий. И если как и на творчество, так и на работу, на какой-то прогресс ваших планов, уход от пятерки, от кубков, от каких-то разочарований в сторону собственного успеха. Но нужно заниматься только тем, что нам нравится. Нам об этом говорит карта. Тогда придет и успех, тогда придет и, наверное, удовлетворение от той работы, которую мы делаем. Давайте мы посмотрим. Сфера достижений, карьера, амбиции и власть.
Получится ли, что у нас в итоге? Получится, да? И нам снова вот в который раз говорят, кстати, уйти, вот как я говорила, да, есть две карты, которые в колоде Таро, которые не говорят о каких-то помехах, а они говорят о том, что мы больше разочарования какого-то испытываем или застряли в каких-то мыслях. Девятка мечей и восьмерка мечей. Это карта ночного кошмара, если, то эта карта тоже внутренних страхов, сомнений. И нам говорят, не мешай себе. Значит, знаете, долго не раздумывать, наверное, не пребывать в этой глубокой философии, которая вас просто может где-то затянуть. Не переосмысляйте что-то до бесконечности. Видимо, нужно скорее проводить не случайно 13-й аркан, чем долго обдумывать то, что уже произошло. Теперь как будто реальность другая. Теперь нужно идти вперед. И будут эти самые перемены. И вы себе, видимо, отчасти можете добавлять тех мыслей, которые вот как раз для достижений вам будут мешать. Когда мы каким-то самокопанием начинаем заниматься, вместо того, чтобы действовать. Вот и не мешайте себе. Давайте, ну вот смотрите, нас кто-то может специально выводить на эмоции или устраивать какое-то соревнование, словно, да, или втягивать в ненужные разговоры, в ненужные конфликты. И нам карта семерка, она сама перевернулась. Нам говорит только об одном: держись позиции стороннего наблюдателя. А вот, кстати, по пажу монет, посмотрите, какая красивая карта. Нам о чем говорят? Новые начинания. Тут как будто нужно себя пробовать в новом деле. И вот этот паж пентаклей пересекается где-то по смыслу шестеркой мечей. И говорит, отплывай уже от старого берега именно в том направлении или занимайся тем, что тебе нравится. Пробуй даже как будто с нуля. И у тебя обязательно получится. И тебя в каком-то, как в новом творчестве, как в новой работе, в каком-то новом деле. Может быть, вы и не меняете работу кардинально, но, может быть, внести какой-то элемент новизны даже в ваш уже привычный процесс для вас будет означать какой-то прогресс и получение как и карьеры, или, может быть, это вы видите какую-то составляющую вашей работы по-новому. Тут словно, даже если мы с нуля начинаем, нам будто ангел будет помогать. Как и обрести уверенность, как добиться больших материальных благ, как вот эту самую гармонию вместо вот этой девятки и восьмерки мечей, вместо какого-то саморазрушения, каких-то сомнений, обрести, наверное, эту самую умеренность и уверенность одновременно. Через наше достижение у нас есть возможность получить в течение 2024 года. Как будто, вот посмотрите, мы сказали про восьмерку мечей, так и по семерке-то жезлов, как будто не следует тратить время на что-то наносное, ненужное, на чужие мысли, или когда мы занимаемся тем, что повторяем какую-то прежнюю ошибку. Вот продумайте, мои дорогие весы, как будто не должно быть повторения какой-то прежней ситуации. Если мы думаем, что оставим все без изменения, то тогда не будет ничего меняться. Понимаете? Что-то вам тут надо очень важное решить. Давайте мы посмотрим, и что же в итоге, если мы словно отплываем от прежних берегов или решаемся на какие-то перемены, изменения, что же тогда к нам, как амбиции, как наши достижения, чего мы достигаем в 2024 году? Счастье, радость – это десятка кубков, полной какой-то гармонии. Где-то это, видимо, будет иметь значение, ваши достижения даже в личной жизни. Вам это будет добавлять уверенности в самом себе, может быть, уверенности в материальной какой-то составляющей. Для кого-то из вас, может быть, осуществить долгожданный переезд или куплю-продажу, осуществить недвижимости, улучшить, сделать более комфортным свое жилище. Где-то
Я могу предположить, мои дорогие весы, для кого-то действительно проиграется как пассивный доход или деньги вашего партнера. Правда, такое может быть. Мы в самом начале об этом говорили, и здесь все-таки десятка кубков. Пусть это на достижение амбиций, но вполне вероятно, вы будете заниматься именно больше, уделяя внимание личной жизни, и будете счастливы, потому что какое-то ваше направление в деятельности вы сможете осуществить, как, допустим, работа удаленно, или кто-то перейдет на фриланс и отдаст предпочтение, предположим, семейной жизни или личной какой-то составляющей. И тогда для вас все равно и личная жизнь пойдет со знаком плюс, и ваша работа на самого себя, или назовите фриланс, или назовите творчество, или назовите это ремесло, оно тоже будет по нарастающей в плане финансового эквивалента. Как будто тут вы сразу, ну так вот, двух зайцев, как мы говорим, да, убьете, две проблемы решите за раз. Ну, вполне вероятно. Давайте мы посмотрим неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Сами карты выпадают. Во-первых, деньги будут. И у нас карта выскакивает буквально следом за десяткой кубков. И я действительно могу сказать, что как и ваши заработки могут пойти в гору, если вы уделяете внимание именно какому-то своему направлению. И более того, опять же, будет какой-то выбор, или, может быть, это будет касаться переезда, или для кого-то из вас вам нужно сделать этот выбор для того, чтобы раз и навсегда уйти от каких-то разочарований или от каких-то прежних ошибок. Если мы говорим в неожиданности, будет, может быть, какое-то предложение, но я больше вижу, это ваш сознательный выбор. Вот нам с этого началось ведь все. Двойка пентаклей, а теперь двойка жезлов. А для кого-то из вас, может быть, встанет вопрос о переезде, когда вы дважды переедете. У кого-то это получится, у кого-то, может быть, первый раз это будет сопряжено с личной жизнью, а второй раз, когда что-то улучшить мы еще можем. Или вот эта двойка жезлов будет касаться еще какого-то выбора, который как неожиданность, но который подарит новые возможности. Давайте мы зададим такой вопрос. Что важно знать для вас, весы? Действительно, через ваши какие-то действия изменить как и направление в жизни, как изменить составляющую, как парадигму назовите, или качество жизни, вот мы так тоже говорим. Уйти вот от этого нулевого аркана в радость, в какое-то материальное благополучие, в какую-то самодостаточность, самодоверие, вот из этих вот девяток, восьмерок мечей, полному успеху. Итак, мы смотрим, что важно знать. Тройка жезлов. Тройка жезлов – это уверенное положение, когда у нас все под контролем, и когда мы действительно из двойки жезлов, вот из какой-то неопределенности, или, если мы говорим из двойственной ситуации, да, дуальность у нас здесь и здесь проигрывается, здесь мы уже уверены, здесь мы с оптимизмом смотрим в будущее, когда все под контролем. На какие-то переменные они не заканчиваются, видимо, на 2025 год. И еще продолжается не то что трансформация, она в 2024 для вас, мои дорогие весы. Но, видимо, к концу где-то года вы подводите такой блестящий итог. Благодаря, ну кто-то и раньше, понятно, ведь это плавающее все, да, всего лишь второй расклад. Поэтому у каждого свои какие-то варианты и временные рамки, свои какие-то детали, как в отношениях, так и по работе, так и по способу заработка, и по любви, безусловно, тоже. Так вот, в конечном-то итоге вот эта самая уверенность, это карта якоря называю, и новых возможностей одновременно. Значит, уже на 2005 год какой-то прогресс уже нам карты тоже где-то обещают. Видимо, будет очень важно самодоверие. Понимаете? Почему нам и говорит, наверное, я удивилась, когда нам выпал 13-й старший аркан, я это озвучила, как может выпадать для всех весов. И в последующие такие две девятки, и нам говорят, что перемены, да, это вот только начало. А дальше как-то вот это постепенно налаживается, и вы
на обгон как будто выруливаете. И продолжайте в 25-м году. Что скрыто? Давайте мы посмотрим. Для вас будет, правда, важные как отношения, которые вас вдохновляют, как социум, который, знаете, когда вы получаете какое-то вдохновение, как люди, которые больше придают вам приятных эмоций или какого-то хорошего настроения. Здесь нет чего-то нарочито скрытого, но, видимо, вот это любое дело, которым бы вы ни занимались, мои дорогие весы, вам должно приносить радость. Будьте внимательны как к своему окружению, будьте внимательны к тем вопросам, чем вы занимаетесь, касающиеся должности. Будьте внимательны, чтобы что-то не упустите в личной жизни. В целом, хорошее настроение– залог вашего успеха. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, и будьте счастливы и любимы всегда.